Всем привет и добро пожаловать на мой канал, на новый влог. Записываю вам приветствие с пляжа, по-моему, называется городской пляж в Варшаве. В этом влоге я покажу вам, на какой работе я поработала недельку. А потом также про питание расскажу, что я поменяла в своем вегетарианском питании. Также покажу встречу с моей подругой, которой мы работали на Амазоне. Желаю всем приятного просмотра. Не забывайте ставить лайки, подписываться и пишите комментарии. Так, буду комментировать по ходу влога. Пару слов о работе. Я очень долго искала еще одну подработку. Логично, чтобы денежек побольше зарабатывать. И смотрите. Сейчас буду работать, куда-то пойдем в другие места, квартиры мыть, убирать. Я оделась по-легкому. Фу, я просто вся сырая. Мою туалеты, ванны, души, в смысле, и кухня. Короче, самое сложное. Она все застилает и пол пылесосит и моет его. Но туалеты, и души, и ванны, короче, это сложнее и с кухней. Он курит. Говорит, я медленно работаю. Я скажу так, я четко работаю. Чтобы ни волос, ничего, никакой грязи не оставить, никаких... О, боже, какая лохматая. Никакой грязи, короче, не оставить. Мою стараюсь. Так как еще только второй день. Я думаю, что они проще к этому относятся и так типа протирают и все, а я прям мою. Ну, как обычно в первое время стараешься очень-очень. Посмотрим. Может, они меня не возьмут, скажут, что она слишком медленно работает. Хотя хорошо, но медленно. Вот так заходишь. Мусор. Мусор. О, боже. Эй. А ты кто такая? Конечно же, горничная. Вот убирай все. Вот все сняла. Тут все пустое. Вообще здесь очень круто. Там еще целая ложа. И да, кстати, наконец-то я одна. Так кайфово одной работать. Красиво играют. Ну, вот я и закончила. Сейчас 16:30, начала в 10:30. Четко 6 часов. А вчера 3 часа всего лишь. Иду в переулочке по старому городу, красиво. Переоделась. И сразу такой здесь релакс туристический. Куча туристов разных. Я jestem bardzo zmęczona, что по-польски значит очень уставшая. Просто, можно сказать, мы нон-стопом убирались и уже закончили, а потом говорят еще там кухню с туалетом помыть. Ну и убрать, в смысле, все. Я уже просто на каком-то честном слове держалась, молила Бога, чтобы он мне дал силы не упасть. Потому что это вообще, это просто, может, как в осадок уже выпадаешь в какое-то другое измерение. Когда вот это все без перерыва делаешь. И я вот только яблочко свое съела, а так только воду пила. Еще очень жарко, как вы видели, там, потому что душно. Окна есть, но маленькие, как-то не очень продувается. Ой, у меня же рука устала. Так что такие делишки, так кайфово, сейчас так тихо. Вернулась в реальный мир без пылесоса, тряпок, средств для мытья, всякой химии, туалетов грязных и кровати перестилать. Денежку заплатили.
А тем временем посмотрите, как здесь красиво. Как миленько, как чудесненько. Немного людей гуляет. Сегодня что? Сегодня понедельник. Какая красота. Поэтому такое спокойствие. Там какие-то два дружка сидят. Пирожка. Шутка. Тут эти люди пришли. Нагло. Шутка. Супер нагло. Пойду я домой, короче. Лакея мне. Заканчиваю читать Анну Каренину. И, конечно, прикольно вот такое видеть. Потому что там они же как раз на таком и катались. Точнее, передвигались. Прикольно. Все такие нарядные ходят, а я иду с работы уборкой по горничной, по самому центру. А тут я захожу в млечный бар, как может показаться сначала, бар, типа как будто бы там алкоголь продается и питейное такое заведение, но нет. Это просто обычная домашняя кухня по очень низким ценам. И, как вы видите, там такое все простенькое, но реально очень дешево в сравнении с ресторанами и разными кафешками. Кстати, и это несмотря на то, что он находится в самом центре Варшавы, там же в старом городе, недалеко от того места, где я работала, от хостела. Ну и вообще они, конечно, по городу расположены в нескольких местах. Вот это дичь. Жесть. Это так пиво открылось, видимо. Боже, я думаю, что она пристала так? Охренеть, я такого не знала. Просто безалкогольное пиво, что с ним стало? Вот это да. Я еще перед сном услышала какой-то звук. Я не поняла, от чего это, что за звук. Как-то, просто ничего не должно было упасть, еще что-то. И оказалось, это... Он так заморозилось, что оно просто лопнуло. Пиво со льдом никто не желает. Точнее, лед с пивом. Я не дождалась этого. Дальше я хочу вам показать, я, кажется, уже показывала этого чувака бездомного, который живет рядом с нами, но на улице.
Я уже говорила, что вот его все вещи выбрасывали, и он снова там живет. Сейчас у него там дощечка, 2 кресла. Он спит то на креслах, то на этой дощечке. И я просто задумалась, может, это какой-то этот социальный эксперимент, потому что он выглядит реально, как будто у него есть деньги. Он курит часто. Да, я столько смотрю за ним, как бы уже реже, но я вижу часто, что он сидит и курит. А потом у него всегда, как бы издалека, конечно, выглядит чистая одежда. Одежда выглядит чистой и часто стильная, новая часто, опять же. То шорты, то брюки, всякие разные майки, футболки, толстовки, кепки, правда, даже несколько очки. Я вам все о нем расскажу. Он еще там наедине смеется, разговаривает с собой. И телефона, кажется, у него нет. В общем, необычный чувак такой. И я не знаю, уже реально скоро похолодает. И куда он денется, тоже как бы я не знаю. Может, он в какой-то... Не знаю, в общем, как-то он туда попал, и что он дальше будет делать. Пойдет, что-то сломается, корчится. Это он туда этот зонтик положил, он, видимо, ветром выдуло его, и он полез с картонкой. Мощно. У него там прямо уютно, скажи. Он даже себе метлу сделал, видишь? Молодец. Время к сентябрю, к октябрю он вообще построит стенку и ключик сделает, и все будет четко. Увидите, как он там закрывает эти дыры в крыше, как он забирается, а там высота, я не знаю, больше 2 метров. Видно на видео, правда, темно было. Короче, удивительно. И он там, у него была доска в руках, он так смог подняться. Короче, неплохо. Спускается. Посмотри, блин. Это Человек-паук. Тайная жизнь Человека-паука. Смешно. О, с одной рукой поднимается. Вот это да. Он метлу закинул, чтобы наверху ей потом подвинуть. Вот это мозг. Да, просто гений. Гений уличной жизни, я бы так сказала. Охренеть просто. Вартан любит покупать билетики. Вот такие. Трушно. Вартан и билеткомат. Так, и теперь будет часть про питание. Я здесь скажу коротко, потому что почему? Потому что, может, потом я буду отдельно просто какие-то большие видео снимать, подробные, где я буду свои истории рассказывать, вообще, как я к веганству приходила, вегетарианству и так далее. Но здесь я просто коротко скажу, что поменялось в моем вегетарианском питании. Я тут пометочки сделала, чтобы придерживаться какого-то небольшого такого рассказа. Я решила снова есть яйца и рыбу. Я не ела где-то года 2-3 это. Почему я решила это есть? Потому что из-за витаминов, из-за своего здоровья. То есть не было никакой потребности вкусовой, там типа я соскучилась или прям искренне захотела их есть, чтобы вкус, да, опять же чувствовать. Нет. Что послужило к моему такому переходу, да, к яйцам и рыбе, это состояние моих коленей.
Ну, вообще, когда там на скейте жестко каталась, трюки делала, убивала свои колени и там связки. Сначала растяжение было на правой колене, потом я просто порвала, не полностью, но порвала. Там ходила в туторе на всю ногу 4 месяца на костылях. В общем, но сейчас у меня что правая и левая, короче, дают о себе знать, тем более я в зале занимаюсь, и сейчас я пока не могу полноценно заниматься из-за того, что вот у меня есть боли в коленях. Вот я как раз сделала МРТ на днях и жду результатов. Так вот, то есть я из-за витаминов, также я принимаю, конечно, глюкозамины, хондроитин, но еще и B12 принимаю, но опять же это все химическое, ну правда хондроитин и глюкозамин нет, он все-таки из панцирей там ракообразных, кажется. Ой, тут, если что, девчонки шумные пришли, сидят, пьют, так что извиняюсь. Так что я подумала, что в яйцах и рыбе есть очень много полезного. Я читала об этом, как раз все элементы, которые бы мне были бы совсем не лишними. И опять же, вот эти все добавки пить, это, ну, тоже как бы совсем непросто, тем более, когда там у тебя мало того, что есть иммиграция, все эти вопросы с документами, короче, есть о чем переживать и заботиться, и еще как о всяких этих добавках и состоянии своего вообще здоровья. Тут столько стресса, чтобы хотя бы справиться с этими всеми внешними обстоятельствами, так еще и добавляются вот вопросы здоровья. Какие-то самые базовые, типа передвижения, так как колени это все. Ну и мои, естественно, хобби, мои ресурсы, что дают мне радость, это спорт, танцы там. Ну и, естественно, я не начала просто сразу, подумала, вспомнила, что в яйцах и рыбе есть много полезного, чего мне не хватает. Я, естественно, подошла к этому вопросу очень разумно, включила все свои мозги и об этом начала думать усердно. Кстати, это все как-то получилось естественно. Я задумалась о том, что у меня было такое искажение, мысль такая чужая, эта мысль не моя. Такое мнение, что вегетарианство, веганство это вообще какое-то превосходство, а сыроедство, я не знаю, там это вообще супер превосходство над всеми другими. Короче, и я подумала об этом и поняла, что на самом деле нифига это не превосходство. Да, возможно, это типа про силу воли, да, какую-то силу там отказаться от таких продуктов, это можно сказать. Но это не о превосходстве. Опять же, хотя здесь я хочу отметить, потому что все люди разные, и кто-то, например, кто начинает там вегетарианить или веганом становится чисто из-за соображение, что он не хочет просто животных есть, потому что ему жалко, что вообще животных убивают. Это их дело, таких людей, я их уважаю, их мнение, да, их подход, и я вижу в этом тоже какой-то смысл, то есть это, ну, личное дело каждого, да, кто что выбирает для себя. Опять же, круто, когда это все свое желание они сопровождают хорошим подходом, мудрым, да, таким разумным, что они дают своему организму все, что они не могут получать, да, без мяса, там, без рыбы, яиц и так далее. Это круто, но многие, я думаю, что все-таки больше процент это тех, типа меня, которые просто перестают это есть, и все. А там как организм будет это получать, они особо не задумываются. Ну, там B12, может, попьют и все. Но все-таки у организма есть такое свойство, как у элементов, да, которые внутри нас, есть свойство истощаться. И их может хватать реально там на 10 лет, у кого на сколько, у кого какие были запасы этих веществ. И потом начинают проявляться всякие недомогания, боли. В общем, так что уже тут задумываются. Сначала думают, все отлично, я вегетарианец, да, и там мне ничего не нужно. Но потом приходит дело уже ответственности и серьезных размышлений, в общем. Так, я сама решила покороче, но что-то у меня долго получается. Попробую больше придерживаться, что я написала. Так вот, значит, первое искажение это, что вегетарианцы это типа превосходство, да, какое-то над теми, кто мясо ест. Или там тоже рыбу, и яйца. Потом глупость, я осознала сама уже глупость шейминга, да, убивать животных. А особенно именно, да, в разумных количествах для поддержания жизни, здоровья.
тем более человек это всеядное. Он не травоядное, да, это просто человек, это такой, да, как это говорится, высшее животное, высший вид животного из-за того, что у него есть сознание. Но если у него есть сознание, это не значит, что ему нужно перестать животных есть. Это как бы, это кто вообще сказал, и где это написано, и я так думаю, что это когда-то кто-то решил по своим соображениям, и это все стало популярно и просто разнеслось. А люди особо не задумывались, кто, когда сказал такое, что если есть сознание, значит, надо перестать есть животных. Короче, я не знаю, кто поймет это, не поймет. Это, опять же, кстати, хотела сказать, что это мое личное мнение. Я его никому не навязываю, я просто рассказываю свой путь, свою историю, свои осознания. Вот и все. Так вот, и тут как человек это животное всеядное, так что то, что он ест, убивает, ест животных, которые ниже пищевой цепи, да, его, так же как там тигры едят тех животных, которые ниже по цепи с ними. В этом ничего вообще стыдного или позорного или ужасного нет, это просто природа, вот и все. А то, что вот люди начинают шеймить за это, да, стыдить, винить, ну, я думаю, что это так, глупо. Опять же, я хочу сказать, что другой разговор – это неразумные, бешеные скотобойни, когда выращивают на убой миллионы просто, я не знаю, миллионы животных, чтобы потом их убить, отправить в супермаркеты, и их мясо будет просто тухнуть на полках в этих супермаркетах. Почему? Потому что столько мяса, сколько выращивается, да, столько животных, сколько выращивается на убой, не нужны людям. В этом вообще нет разума, чтобы потом тухлое это мясо взять и выбросить. Я не знаю, мне кажется, это так просто остолопски, так неразумно, так просто грустно еще. Так вот, и вот это как раз, что я тут пишу, это... Так, тут я написала, что это идиотизм. Я считаю, что обязательно такую серьезную, просто глобальную проблему необходимо решать, потому что вот в этом как раз есть стрём, вот реально стрём, позор человечества. Что такое происходит сейчас до сих пор в 21 веке, точнее это все еще и увеличивается как раз к 21 веку. Я не знаю, надеюсь, это самый пик, который будет дальше снижаться, потому что люди все-таки будут включать головы, и вот эти все гигантские корпорации, там, я не знаю, индустрии промышленные, там, вот этих, да, скотобоинь, лекарств, потому что, да, чем... Так, ладно, тут не буду увлекаться. Так вот, короче, включат люди разум и будут решать эту проблему, поднимать этот вопрос прямо на глобальном уровне, на мировом. И все вместе все это сокращать и какие-то разумные количества выращивать, да, животных. И, кстати, если снизится выращивание животных, вот, да, которых просто потом вот, мясо их тухнет, да, и выбрасывается, вот если сокращать, то будет больше полей, больше здоровых животных, да, потому что же им нужно менять там, где они пасутся, чтобы все-таки животное, мясо этих животных давало много полезных как-то элементов, в общем, людям. Так вот, в общем, я призываю решать этот вопрос очень серьезно, эту проблему. Ну и тут тоже хочу добавить, я тут не писала, но я вспомнила эту идею, свою мысль, что все, вот говорят же, да, там всякие исследования куча, что вот мясо есть, то там все это будет же болеть, все будет хуже, чем вегетарианцы. Я тут, это мое мнение, личное мое мнение, и я к этому сама пришла, что я считаю, что в разумных количествах любой пищи, как и там сладкого, и мучного, и молочки, и всего-всего. Но хотя насчет молочки и сладкого это другой вопрос, потому что, ну, там уже как бы, ну, другая тема. В общем, в разумных количествах мясо это нормально кушать. И тогда не нужно будет прям миллионы животных, да, выращивать. Просто для того, чтобы убивать и вот реально выкидывать их мясо. Вот это. Вот. Могу добавить, что я никогда еще так осознанно не питалась яйцами и рыбой. Такие дела. Поделилась с вами своими новостями. Мое первое яичко за года 3-4. Запечатлю. Я уже укусила, правда, тебя?
Настя и яйцо. Что тут у нас? Рынок рыбы, кажется, переводится. Каждый день свежая рыба. Это и для меня, и для Вартана, из Ашана. Такие подробности. Очень дорого. Это к продолжению моего утреннего яичка. Так, кусочки помидорки, лука, масло сливочное, оливковое масло и куски рыбы. Ну, еще там специи, тимьян, черный перец, то, что было, в общем. Надо еще посолить. Хочу очень нежно, чтобы получилось, никаких там жареностей, вот этих не хочу. Не хватает еще сюда тархуна, травки и еще лимона, кажется, но у меня этого нет. Не знаю, как вам, но мне по запаху очень нравится и выглядит так нежно. Да, она, конечно, не замороженная, разварилась, так, растушилась, но запах, аромат классный, я думаю, что будет очень вкусно. Я не хочу мороженку, я хочу спасти человечество. Уберите свои руки. Ну, дальше показываю, как я встречаюсь с подругой, ее зовут Яна. Мы с ней познакомились, когда я работала еще на Амазоне в Лодзи. Но, к сожалению, ее скоро там уволили из-за того, что она вышла без этого бейджика, она его забыла взять, когда там была пожарная тревога. Хотя она, выходя, предупреждала охранников, что я забыла, и ее выпустили. То есть, и все, и она там, другая девчонка ее пропустила, то есть они по одному бейджику прошли, но им разрешили там работать сколько-то месяцев, и потом не подписали с ними договор из-за этого. Хотя, опять же, повторяю, что она предупредила охранников перед выходом, что смотрите, я забыла. Ну, у них типа такие непреклонные, жесткие правила. И очень, конечно, мне грустно было, что она уходит. Она клевая, классная. Ну вот, и мы с ней, можно сказать, через год и увиделись. 3 часа она просто в Украину ехала, и как раз она еще в Лодзи, а мы-то в Варшаве уже. И вот у нее там, она ждала автобуса, и мы посидели в Хард Рок кафе и поболтали немного. Так что смотрите. Да, и как мне Яна рассказала, что в этих Хард Рок кафе по всему миру, в каждом там представлены на стенках, да, какие-то эти вещички, одежда там или инструменты музыкальные, еще чего, всяких знаменитых музыкантов. И вот там я нашла Фредди Меркьюри, ё-моё, я нашла там Фредди Меркьюри штаны красные. Это было вообще круто, я не ожидала. Супер, как будто бы практически я прикоснулась к Фредди Меркьюри. В общем, это реально круто, так что там видео есть. Просто не верится, что эти штаны носил сам Фредди Меркьюри. Так что большое спасибо Яне, еще раз передаю, пользуюсь моментом. Ты можешь не обращать внимания. Ты просто... Это Яна. Наконец-то мы с ней увиделись. Не виделись год. Да. А познакомились и пообщались 2-3 дня. Так что мы почти чужие. Жду Яну с ее вещичками, пока она купит себе там покушать в дорогу, сходит в туалет. Это важные подробности. И попрощаемся. Вот, а я поеду домой. Это автобусы на Украину. Обалдеть.
Люди прощаются. Грустно. Луна, смотри, какая красивая. Смотри, какая ты красивая. Это Прага. Нам не туда, там белые люди. А мы это гастробайтеры. Вон, Одесса, мама, написано, Одесса. О, это твой? Да. Все, провожаю эту дамочку. Паню, да? Фани. Ну и я решила все-таки в следующем влоге рассказать про мою историю с коленями, что я там МРТ делала. Вот, уже в следующем, чтобы не делать этот слишком длинным. Вот, так что ждите следующий влог. Всем спасибо за просмотр этого влога. Ну, по традиции не забывайте ставить лайки, подписываться, оставлять комментарии. Можете даже задонатить мне, например. Вся информация в описании к этому видео. Пока, до новых встреч!